Уважаемые гости, коллеги, мы приветствуем вас на открытии 32-го методического сезона «Роль библиотекаря как навигатора и консультанта в цифровой среде». Приветственное слово предоставляется Андреевой Марии Витальевне, директору централизованной библиотечной системы города Якутска. Так торжественно. Доброе утро, уважаемые коллеги. Всех приветствую на открытии нашего 32-го, вдумайтесь, да, уже 32-го методического сезона. И хочется начать с озвучивания очень чудесной новости. Вы все, конечно, в курсе, но мне хочется ее озвучить, что в этом году мы сезон открываем, и мы и наряду со всеми нашими коллегами из всей республики в почетном статусе территории книги и чтения. Тут нужно уточнить, что в почетном постоянном статусе, и тут требуются аплодисменты, каждый может у себя похлопать, мне кажется, очень это хорошая новость, и она касается каждого из нас с вами, да. Название нашего семинара «Роль библиотекаря как навигатора и консультанта в цифровой среде». Вот все видите перед собой, да? Мы, конечно, в этом формате уже начали работу, начинаем, но нам нужно уже закрепиться. Нужно серьезно к этому отнестись, подойти и внедрить свою работу таким образом, чтобы это тоже стало постоянным. Поэтому сегодня наш семинар, я вот смотрю на программу, очень интересно разделен на две части. Первая часть у нас называется «Ориентир в мире проектов». Здесь мы с вами послушаем наших коллег, которые реализовали свои проекты в рамках федеральных конкурсов, нацпроектов, в рамках региональных, да, 3D, также президентские гранты, муниципальные есть проекты. Когда будете слушать, вы уже для себя определите, конечно, что да как. А также есть коммерческий проект, то есть в коммерческой структуре наш проект «Финансики». Рекомендую очень внимательно послушать, взять что-то для себя тут и сделать какие-то выводы, и внимательно, конечно, послушать наш НКО Марию Макееву, да, она вот расскажет как раз. А следующий у нас будет уже блок «Навигатор в цифровой среде», уже более такой конкретный, четкий, направленный. У нас будет подписание соглашения с МФЦ. Здесь нужно послушать очень внимательно наших коллег из Национальной библиотеки, так как у нас, конечно, многие коллеги проходили обучение в формате сектора электронных услуг, но работа как таковая у нас на самом деле не велась, хотя бы уже было начало. А сейчас у нас уже будет серьезное соглашение. У нас 4 филиала войдут в это соглашение: 2 сельские библиотеки, 2 городские. Вот, и потом поделятся опытом работы наши коллеги из УЛУСов, которые уже работают в этом формате. Поэтому, мне кажется, у нас будет очень такой интересный семинар. Обязательно послушайте, обязательно все запишите, сделайте выводы и уже начинайте в работу прямо с завтрашнего дня, да. Поэтому спасибо, коллеги, будем весь день вместе. Слово предоставляем Ли Индире Петровне, начальнику управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска. Доброе утро, коллеги. Как сказала Мария Витальевна, я тоже, знаете, получив приглашение, открыла программу и удивилась, что это уже 32-й методический сезон. Я как поняла, что сезон у вас один сезон, как театральный, да, ежегодный, получается 32 года подряд. Это уже большой опыт. И я надеюсь, он такой же, именно эти семинары, они сказываются положительно. Да? Вот Мария Витальевна сказала, что Республика Саха-Якутия присвоен статус особый территории книги и чтения. Здесь я маленечко поздравляю вас всех, да, потому что это наш большой вклад в это дело, всех библиотекарей республики. И хочу сказать, что присуждается он не так просто, да? Он должен быть, какие там критерии? В течение 5 лет регион должен быть победителем 3 раза. Республика наша Якутия уже 3 раза мы стали, да, были лауреатами. И хочу сказать, что этот статус, наша республика, третий, кто получил этот статус, первый это у нас Санкт-Петербург, второй это Ульяновская область и третий республика Саха-Якутия. Это очень почетно. И, конечно же, это все, как еще раз скажу, что это наша с вами кропотливая и важная работа. Еще раз поздравляю. А также хотела по программе семинара
отметить. Очень хорошо то, что наши передовые библиотеки, которые получили финансирование из федерального, республиканского бюджета, реализующие свои проекты, поделятся своим опытом. Пожалуйста, послушайте их внимательно, вникайте. Да? Хотелось бы, чтобы в этом году, получится, надеюсь, у нас, да, чтобы мы еще раз приняли участие в национальном проекте, и еще чтобы у нас одна библиотека стала участником национального проекта и стала модельной библиотекой. Но это наша мечта, но мы к ней будем стремиться и будем работать. И очень хорошо то, что вот наши коллеги из РГБ, да, присоединятся к нам. У них только будет начало рабочего дня в 9 часов утра, а у нас уже будет заканчиваться. И вот что Наталья Викторовна присоединится, и то, что вы попросили ее, она примет участие, это имеет большое значение. Да, вот то, что уважение к нашей республике, уважение к городу, да, к специалистам. Пожалуйста, не отключайтесь, все примите участие, послушайте. И хочу я вам пожелать, чтобы семинар был для вас полезным, и пожелаю вам плодотворной работы. Спасибо. Спасибо большое, Мария Витальевна, Индира Петровна. Ну а мы начинаем наш первый блок «Ориентир в мире проектов». Как вы знаете, в 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. За эти годы по всей Российской Федерации открыты и модернизированы 508 библиотек. Этот проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает почти 36 тысяч муниципальных библиотек. Среди главных задач нацпроекта – повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. На территории Якутии уже модернизировано 12 библиотек, в том числе 2 в нашем городском округе. О проактивной миссии библиотеки в системе полиэтнической культуры расскажет руководитель специализированной модельной библиотеки филиала номер 21 «Созвездие» Мартынова Дарья Васильевна. Доброе утро, уважаемые коллеги! Всех поздравляю с открытием 32-го методического сезона. И мы разделили наше выступление на блоки, с которыми вас ознакомят наши коллеги. И сейчас хочу передать слово Аграфене Михайловне. Она немного осветит историю библиотеки и раскроет тему нашего выступления. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мы хотели немножко рассказать о нашей деятельности. Библиотека на современном этапе времени ускоряющейся цифровизации является сложной системой, встроенной в общественные и культурные структуры города. В то же время, как открытая социальная система, библиотека не только находится в постоянном взаимодействии с внешнегородской средой, но и сама может оказывать определенное влияние на общество. В этом случае можно говорить о проактивной миссии. Демонстрация экрана. Миссия, когда деятельность организации строится не просто как ответ на происходящие всевозможные изменения, но может и сама формировать социальную и культурную среду города. Но подобное понимание культурных учреждений, значение культурных учреждений заложено в национальном проекте «Культура», в котором наша библиотека приняла участие в 2019 году. Хотя наш филиал имеет не такую длинную историю, но в ней можно выделить 3 значительных периода ее существования, знаково связанных с тематическими годами в России и Республике Саха-Якутия. Демонстрацию можно, да? Мы запустили, но не видно, да? Пожалуйста, тут говорят, не видно демонстрацию, можно, да, включить ее? Нет. Появилась, да? Ага. Извините, так. И вот первый период у нас начинается в 2012 году, в год единения и дружбы народов в республике, когда состоялось официальное открытие нашей библиотеки в самом многонациональном Гагаринском округе. И тогда же был сформулирован слоган, подчеркивающий нашу специализацию:
Книга не знает границ, то есть распространение идей толерантности и культуры добрососедства посредством книги и чтения, начиная с дошкольного возраста и на протяжении всей жизни. Второй этап мы датируем 2015 годом, когда в год литературы в России открылась наша библиотека уже на улице, поименованной в честь классика якутской литературы Николая Мординова. И третий период, который мы сейчас переживаем, период качественного развития филиала, связан уже с участием в национальном, то есть в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура». Ну, пройдя соответствующий конкурсный отбор Министерства культуры России, библиотека получила финансовый транш. И нужно отметить, что на всех этих этапах развития библиотеки существенную помощь нам оказывали все сотрудники ЦБС, которые принимали активное участие и в переездах, и в разработке конкурсной документации для достойного участия в национальном проекте «Культура». И вот результат наших общих усилий был презентован для всех горожан в 2020 году, в год памяти и славы, когда мы открылись в качестве модернизированной библиотеки. С учетом предпочтения наших читателей, конечно же, и обновленной функции библиотеки, произошли у нас изменения и в материально-техническом оснащении, и новая библиотека отказалась от четкой иерархии организации пространства, и так у нас появились Большая Малая Медведица, смарт-лаборатория Альфа Центавра, Центр национальных литератур «Полярная звезда». Были приобретены удобная трансформирующаяся мебель, мультимедийное оборудование, которые, конечно, расширили наши возможности и технические, и культурно-просветительские. Таким образом, у города появилось новое социальное пространство, отличающееся многофункциональностью, открытостью, гибкостью. И все эти три этапа развития нашей библиотеки, знаково связанных с годовой тематикой страны и региона, подчеркивают, конечно же, основные функции филиала. Это распространение идей мультикультурности и взаимопонимания среди носителей разных культурных взглядов. Это приобщение к литературному многообразию народов России и стран независимых государств. И, конечно же, это мемориальная функция, наша основная тоже, это сохранение национального и локального культурного наследия. Но вот в этом успешном осуществлении всех функций библиотека созвездия и видит свою проактивную миссию. И здесь мне хотелось бы передать слово Лидии Жарафовне Ефимовне, которая более подробно раскроет нашу проектную деятельность. Доброе утро, коллеги. Реализуемый в Международный год мира и доверия локальный проект «Мириада Лик» содержит в себе ключевое слово «мир». Позвольте немного остановиться на названии проекта. При всей кажущейся простоте и очевидности в плане содержания понятие включает в себя много смыслов, из которых я выделю только половину. Мир – это отдельная область Вселенной, планета, то есть с помощью книги и предметов культуры мы расширяем границы представлений, компетенций и открываем для пользователя его мир. Мир – это совокупность явлений, предметов, окружающих человека, значит, страна или народ рассматривается именно в таком формате и контексте. Мир – это еще и объединенное по каким-нибудь признакам общества, среда, строй. Значит, создаваемые в библиотеке группы по взглядам и интересам тоже подразумевают это направление. Мир – это еще и согласие, отсутствие вражды, дружеские отношения, в данном случае между этносами в нашем конкретно взятом регионе. И еще три значения я подчеркну: определенный круг явлений психической жизни, переживаний, представлений. Это касается эмоционального интеллекта, человеческое общество, объединенное по социальным, культурно-историческим, этнографическим и другим признакам, под которым подразумевается ландшафтность культуры. Ну и последнее – это определенная общественная среда, круг людей, объединенных или профессией общей, или занятиями, интересами, а это как раз относится к библиотеке, идущей к людям. Мириада – неисчислимое количество, несметное множество, относящееся к звездам, что гармонирует и с названием библиотеки, с одной стороны, и с округом, нашим местом расположения, с другой. Лик обозначает, две заглавные буквы раскрывают как литературу и культуру разных народов. Кроме того, данный проект ставит конечной целью помочь пользователям в том, чтобы в меру интересов и любопытства у каждого из наших пользователей сложилось единое целостное мировоззрение и миропонимание. Был создан некий единый национальный и мультикультурный код. Итак, что представляет собой проект «Мириада Лик» в нашем понимании сейчас, по прошествии определенного времени, каким мы хотим ее видеть?
Если мы присваиваем этому проекту статус долгосрочного, то как раз после испытания временем появляется тот самый стержень, та самая основа, вокруг которого и будет вращаться деятельность библиотеки. Главное, чтобы появился смысл, осмысленность и осмысление. Цель была заявлена как пропаганда межнационального согласия и богатства национальных культур и литературы и культур народов России и Союза независимых государств через книги, предметы национальной культуры. Популяризация установок толерантности путем системы мероприятий, включающей знакомство с литературой и культурными традициями, ценностями народов совместного проживания. Проект призван выполнять просветительскую и гуманистическую миссию, рассчитан на учащихся школ близлежащих, 24, 30, 38 и 27 иногда бывает подключается, и жителей Гагаринского округа города Якутска. Итак, в первоначальном варианте наш проект состоял из 3 блоков. Якутск «Новая Родина», «Народы как одна семья», этнокультурный проект, и подпроект «Культурный блокчейн». В рамках блока «Народы как одна семья» было проведено 9 ивент-событий, из них по календарным датам и событиям 5, остальные, ставшие за время партнерства с Домом дружбы народов имени Кулаковского, традиционными, повторяющиеся из года в год мероприятия, среди которых городского уровня 2, республиканского 1. Так, уже 5-й и 6-й год, как школьники и студенты города Якутска участвуют в мероприятиях по межнациональному проекту «Родной язык. Достояние народа» или «Народы читают Пушкина». Другие мероприятия тоже не буду повторяться. Большая часть проведенных мероприятий внеплановые, так как их организация в условиях ограничительных мер стояла под вопросом и невозможно было запланировать их заранее в силу объективных причин. Следует отметить, что именно традиционные мероприятия, проверенные временем, полюбившиеся аудитории, формируют у участников толерантность, которая, как известно, состоит из 3 П – признание, принятие и понимание. Какие же мы выводы по первому году работы в данном направлении для себя сделали? Первый. Необходимо продолжать работу по увеличению фонда Центра национальных литератур, учитывая то обстоятельство, что книга выступает как информация культуры на определенной стадии ее исторического развития. Соответственно, чем шире выбор, тем интереснее работа. Мы используем уникальное интеллектуальное содержание книги, при этом включаем в дополнение корневой другие функции, например, подготовительно-ориентирующую и пояснительно-вспомогательную. Второй вывод. Если рассмотреть проект с точки зрения гуманистической миссии библиотеки, то в этом смысле краеведение выступает в качестве объединяющего начала. История и культура Якутии – наследие многих поколений, жителей разных религий, национальностей, внесших свой вклад в развитие края. Вот что будет объединять разные народы конкретно взятого нашего региона. Третий вывод. В связи с ростом интереса населения к самообразованию в нынешних условиях необходимо осваивать новые роли специалиста библиотечно-информационной сферы, развивать компетенции библиотекаря-навигатора, блогера-библиотекаря даже, владеющего навыками проводника в мир знаний, быстрого сбора и обработки информации в различных предметных областях. Для этого, естественно, требуется время, а также определенные вложения и усилия. И четвертый вывод. За истекший период появились у нас еще и новые идеи, гармонирующие по содержанию с локальным проектом. Так, например, учитель якутского языка и литературы СОШ номер 38, одного из социальных партнеров, всегда откликающегося на наши предложения, заинтересованного в повышении культуры чтения среди своих учащихся, обратился к нам за технической помощью в размещении аудиоматериала на якутском языке к 115-й годовщине Сивцева Сооруна Маллауна на YouTube-канале. В дальнейшем мы решили продолжить эту работу в качестве подпроекта с узкой направленностью по чтению. Ну и еще вторая идея, с которой тоже хочу поделиться. Детское издательство имени Николая Егоровича Мординова «Аммат-Чагыя» выразило свою готовность к сотрудничеству в проведении совместных мероприятий, посвященных жизни и творчеству народного писателя. Ну и завершая, пятый вывод, наверное, озвучу. Учитывая тенденцию, нам предстоит задуматься над онлайн-офлайн интерфейсами, разработкой мобильных приложений, голосовых помощников, дополняющих основные виды деятельности, включая работу с другими организациями. Конечно же, мы исходили в своей работе из того, что сегодня население заинтересовано в проактивных библиотеках, местах для общения, взаимодействия с информацией,
библиотеках, обучающих площадках. Именно поэтому мы готовы обсудить любую идею, предложение, с которыми идут люди, будь это техническое, не техническое, модное, не модное, неважно, если мы позиционируем себя как пространство, стремящееся стать чем-то вроде маяка и компаса в информационном, усложняющемся, изменчивом, неоднозначном мире, должны максимально учитывать самые разные интересы наших читателей. Ну и, конечно же, мы понимаем, что перед нами стоят огромные задачи. Чтобы стать навигаторами по информации, мы должны и развивать и цифровую грамотность, медийную грамотность, способность распознавать и использовать различные типы медиаресурсов, эффективно взаимодействовать в сети. Работая в модернизированной библиотеке, нужно нам конкурировать одновременно с другими учреждениями культуры, где есть возможность для создания мультиформатных площадок, учиться писать грамотные тексты для любого контента, подавать информацию для продвижения учреждения, ну и уметь преподносить себя в соцсетях. Находить еще самое главное симбиоз онлайн и офлайн в одном пространстве. Только в таком случае библиотека станет частью жизни каждого жителя микрорайона, предлагать новые технологии создания, обработки и обмена информацией. Спасибо за внимание. Дальше я передаю эстафету Екатерине Дмитриевне Волковой, которая расскажет о клубной деятельности и о своих проектах. Екатерина Дмитриевна, пожалуйста, включите звук. Вас не слышно. Алло. Здравствуйте, коллеги. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Так, вы сейчас как раз вот на экране видите, да, название проектов, которые вот я курировала и курирую. Это «Театр идет в библиотеку», «Замечательные люди Гагаринского округа», «Мой город, мой Якутск» и «Клуб документального кино в кадре Якутия». По названиям проектов видно, что они связаны с краеведением. И, конечно, краеведческая работа является ценной в любом регионе, в любой библиотеке. Единственное, я вам назову 3 базовые принципы, на которых основаны эти проекты. Во-первых, они связаны с визуализацией. Это театр, это артисты, это красная дорожка, спектакли, и это кино, это люди, это известные люди. То есть в основе этих проектов лежит визуализация, что очень важно, особенно для молодежи, и что делает события запоминающимися. Пожалуйста, листайте. Во-вторых, эти проекты носят событийный характер. Мы с Ярой Федоровной ставили цель и определили миссию этих проектов, что вот эти мероприятия должны стать событием, праздником для жителей округа, чтобы люди запомнили и вспоминали по прошествии этих встреч. Оно так и получилось. Мы до сих пор время от времени слышим хорошие отзывы об этих встречах. Здесь налицо событийная коммуникация. В-третьих, что объединяет эти проекты, то, что в их основе лежит принцип территориальности. Проекты работают на территории конкретного округа и конкретного города. И эти проекты, конечно, были, значит, рассчитаны на живое общение, и встречи наши традиционно проходили в неформальной обстановке, используя активное кулуарное общение. Мы этим гордимся. Но произошла пандемия, и она внесла свои коррективы. Мы, как и все, перешли на онлайн-формат работы. И последнее время, последний год, например, заседания клуба в кадре Якутия, они проходят дистанционно. Мы привыкаем, учимся к такому ведению общения на собственном опыте, но, видимо, мы догадываемся, что существует разнообразие технологических решений для такой работы. Конечно, есть особенности взаимодействия со своей аудиторией на дистанции, но этому всему надо учиться, видимо.
Я коротко скажу вот положительные и отрицательные моменты такой работы. Положительное – это то, что больший охват аудитории, притом невзирая на расстояние. И отрицательно, в результате всего этого люди постепенно отдаляются друг от друга, снижается навык живой коммуникации, язык общения, коммуникативные навыки объединяются. И это ощущается не только на бытовом уровне, но и, я чувствую, на профессиональном уровне также. Ну, пока у меня такие умозаключения. Спасибо за внимание. Как отметили коллеги, с прошлого года в связи с пандемией большинство проектов были переформатированы на онлайн. И библиотекари и раньше были навигаторами в цифровой среде, но эпидобстановка, пандемия это только подчеркнула. В прошлом году, благодаря участию и победе в национальном проекте «Культура», была проведена модернизация, закуплена необходимая техника. В данный момент в связи с ограничениями, с введением QR-кодов, мы, как и многие учреждения, и в первую очередь, как наши пользователи, испытывают ряд затруднений и неудобств. Несмотря на сложившуюся обстановку, перед нами стоят задачи, которые нужно решать. И в дальнейшем мы планируем продолжать реализацию наших старых и новых проектов. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем. В декабре 2020 года прошел конкурсный отбор муниципальных образований республики на предоставление и распределение субсидий на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека». По итогам отбора библиотека филиал номер 19 3D получила 800 тысяч рублей на модернизацию. Слово предоставляем Герасимовой Розалии Кимовне, руководителю специализированной модельной библиотеки филиала номер 19 3D. Тема 3D перезагрузка. Здравствуйте, дорогие коллеги. Так, 3D перезагрузка. Подождите, извините, сейчас. С 16 по 21 декабря 2020 года прошел прием заявок на участие в отборе муниципальных образований Республики Саха-Якутия на предоставление и распределение субсидий на создание модельных общедоступных библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека Республики Саха-Якутия» на 2021 год. По итогам отбора библиотека филиал номер 19 3D Якутской централизованной библиотечной системы получила 800 тысяч рублей на модернизацию. В библиотеке обновлена мебель, столы для читателей, компьютерные столы, на заказ сделан стеллаж на всю стену от пола до потолка. На компактные стеллажи приделаны колесики, и они стали мобильными, перекрасили ножки стульев и столов. Полностью обновлен весь парк компьютерной техники для читателей и сотрудников. Куплен ноутбук, наушники, веб-камера, источник бесперебойного питания. А также дополнительно были выделены средства на комплектование книжного фонда. Также проделан небольшой ремонт, чтобы повысить комфортность пребывания библиотеки и грамотно организовать пространство. Библиотека филиал номер 19 имеет свою богатую историю, который прошел путь от филиала номер 19 до специализированной модельной библиотеки филиала номер 19 3D, библиотека для души, для дела души и досуга. Свое начало он берет с 1987 года, как филиал номер 19 централизованной библиотечной системы. В 1993 году
филиал был преобразован в специализированную городскую бизнес-библиотеку. В 2011 году после капитального ремонта было решено провести ребрендинг библиотеки, и мы стали библиотека 3D, что означает библиотека для дела, души и досуга. А 27 мая 2021 года начался новый этап развития специализированной модельной библиотеки филиала номер 19 3D. В новом качестве современной модельной библиотеки наша библиотека более успешно содействует в реализации прав жителей округа Губинский и города на доступ к информации, формирование их профессиональных, культурных потребностей, используя новые современные технологии. После модернизации читателям библиотеки предоставлен полностью автоматизированный обновленный зал, который стал комфортным местом как для групповой, так и для индивидуальной работы. Библиотека предлагает своим зарегистрированным читателям доступ к лицензионным информационным ресурсам. Это справочно-поисковая система «Консультант», электронная библиотека «Литрес», национальные электронные библиотеки, ресурсы электронной библиотеки, национальной библиотеки. Улучшилось качество предоставляемых платных услуг. Распечатка документов, сканирование, ксерокопирование и предоставление автоматизированного рабочего места. Одним из основных задач создания модельных библиотек – это комфортные условия для работы сотрудников библиотек. В нашем филиале обновились рабочие места за компьютером, что, конечно, положительно отразилось на всю нашу деятельность. Творческая деятельность и просвещение читателей происходит в основном в режиме онлайн, и читатели наши получают информацию, не выходя из дома. Ну, это такие, как публикации статей на сайт, разработка виртуальных книжных выставок о книжных новинках, рекомендации, викторины, тесты, обзоры книг, различные мероприятия для всех категорий пользователей через Zoom-платформу. Улучшая физическое пространство библиотеки, мы также стремимся повлиять на их эффективность, ее привлекательность как культурного информационного центра. За 5 месяцев работы библиотеки как модельной провели большое количество мастер-классов для взрослых и детей. Светлое, обновленное, красивое пространство библиотеки стало местом притяжения людей, увлеченных творчеством. Так у нас в библиотеке зародилась идея создания ансамбля песни «Эмы Рыджигалер». Руководителем стала наш активный волонтер Санникова Мария Алексеевна. И за короткий срок времени ансамбль освоил певческую технику вокала и вышли на новый уровень, участвуя в онлайн-конкурсе «Кулюмирдес Гюнерета» и стали дипломантами второй степени. К сожалению, в связи с ограничениями из-за коронавируса COVID-19 было проведено не так уж много мероприятий, как нам хотелось бы. Мы с нетерпением ждем, когда все наши библиотеки вернутся в обычный формат работы, когда наши мероприятия с читателями будут проходить в наших уютных стенах. Мы точно знаем, что наши читатели ждут этого. Преображение зала открытого доступа в библиотеке привлекает новых социальных партнеров. На персональной выставке экспонированы работы детей студии «Веснушка» детского сада номер 79 «Лучик» под руководством педагога дополнительного образования по изобразительному искусству Афанасьевой Сарданы Николаевны. И в будущем мы планируем экспонирование работ творческих студий детских садов республики и города Якутска. А также у нас вот совсем недавно тоже появился новый партнер, социальный партнер – это Дворец детского творчества. Будем с ними работать вместе. Также мы продолжаем работать по локальным проектам. Проекты улицы Победы. Мы хотим по итогам публикуемых выставок выпустить виртуальный сборник. Мы уверены, что проект «Цифровая среда 50+» вовлечет еще больше обучающихся и будет включать в себя новых интересных направлений. Будем следить за эпидобстановкой и, возможно, перейдем на другой формат в виде видеоуроков. С проектом mama.ru у нас большие надежды
выйти на другой уровень, такие как участие в ярмарках, выставках, фестивалях. Экскурсионный якутсковедческий проект по улицам Губинского округа также поменял свой формат. Мы для пользователей проводим виртуальные экскурсии по улицам. Начало нашей работы как модернизированной библиотеки попало в период ограничений в связи с коронавирусом COVID-19, поэтому мы не можем сделать сравнительный анализ цифровых показателей. Для полного удовлетворения технического оснащения не хватает скоростного интернета. И остается злободневным для нас температурный режим в зимнее время года. Решение этих проблем от нас не зависит, но для улучшения условий нужен капитальный ремонт помещения, дополнительное финансирование для подключения скоростного интернета. Принимая реалии этого времени, будем планировать такие новые проекты. Это такие как видеоуроки по изучению якутского языка с Мимаджи, путешествие с серой мышкой, виртуальный библиотур и также совместный проект с социальным партнером «Семейная мастерская». Будет он посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, который будет в следующем году, в 2022 году. Мы в статусе модельной библиотеки приняли участие в региональном экологическом форуме как для школьников и студентов «Зеленый пояс Вилюя» в секции эковоспитания, и выступила главный библиотекарь сектора детского обслуживания Зарбонова Маргарита с темой «Семья и библиотека. Опыт работы библиотеки 3D». Мы также вошли в программу оригинального фестиваля «Наука 0+», организатором которого является Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммусова, с темой «Онлайн-экскурсия по улицам Губинского округа», и у нас будет конкретно улица имени Афанасия Богатырева. А также мы на днях подали заявку на участие во всероссийском с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху 2021». И будем участвовать в секции «Методика приобщения к чтению и развития культуры чтения в цифровую эпоху». Вот эту конференцию проводит Томский государственный педагогический университет. А теперь мы хотим... Читателем библиотеки данной я стал с 2017 года. Значит, чем привлекла меня эта библиотека? Ну, во-первых, расположение рядом с домом. Во-вторых, график работы был для меня удобный. Вот в течение этого времени, которым я являюсь читателем, значит, видно, как происходит трансформация библиотеки. Если раньше приходишь, в силу, не знаю чего, сумрачно было, темновато, стеллажи были не очень удобные, надо было вокруг них ходить, то сейчас видно, что очень стало уютно, стало гораздо светлее. Поменялась мебель, поменялись стеллажи, значит, поменялась компьютерная техника на современную, более скоростную, удобные кресла. И, то есть, очень приятно здесь находиться, и очень приятно общаться с нашими дорогими библиотекарями, которые делают все для того, чтобы нам, читателям, было удобно. Вот такой отзыв мы получаем от каждого нашего читателя, который приходит в нашу библиотеку. И таким образом наша библиотека стала еще более привлекательным для населения округа Губинский, города и республики. Коллегам из других библиотек, филиалов хотелось бы пожелать не бояться трудностей и активно включаться в программы модернизации библиотек, сделать свою библиотеку лучше, доступнее и современнее для своего читателя. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Розалия Акимовна. Хочется отметить, что наши библиотеки участвуют не только в национальном проекте «Культура» федерального и регионального уровня, а также участвуют в муниципальных грантах, конкурсах. Так, в рамках народных инициатив проекта «Народный бюджет» в сентябре этого года, в преддверии Дня города Якутска, в сельской модельной библиотеке филиале номер 9 имени Панаева состоялось торжественное открытие досугового
Центра «Инва-игротека». Слово предоставляем руководителю сельской модельной библиотеки филиала номер 9 имени Банаева Евдокии Валерьевне Егоровой. Границ. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да. Ага, и экран видно, да? Да. Хорошо. Так, еще раз добрый день. Представляю вашему вниманию проект «Библиотека. Территория без границ», который начал реализацию в этом году. Разрешите для вас для начала показать небольшой видеоролик, чтобы имели представление, что такое вообще настольные и спортивные игры. Я экран холбаватым где успеть дансеры. Библиотека «Территория без границ» – этот проект, который начал реализацию в этом году. 11 сентября, в День города Якутска, состоялось торжественное открытие досугового центра «Инва-игротека» при нашей библиотеке. Данный центр получил поддержку и софинансирование городского проекта народных инициатив «Народный бюджет». Целевой аудиторией центра в первую очередь являются люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, их семьи, а также пожилые люди. В библиотеке созданы все условия в рамках федеральной программы «Доступная среда». В нашем селе проживает около 300 человек с инвалидностью. Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья годами остаются дома, так как даже выход на улицу является проблематичным. Трудности и препятствия перемещения, недостаточное количество мероприятий и низкий уровень информированности являются причинами, приводящими к изоляции людей и исключению из социума. Такое положение усугубляет чувство беспомощности и пассивности. Они перестают ощущать себя частью общества. В настоящее время во всем мире активно развивается новое медико-социальное направление настольные и спортивные игры для людей с инвалидностью, которые быстро приобретают большую популярность. Во многих странах образованы федерации игр, где проводятся национальные турниры и чемпионаты по данному направлению. По инициативе Федерации настольных спортивных игр России также проводятся чемпионаты. Можно с уверенностью сказать, что проведение таких турниров способствует популяризации настольных игр как средство моральной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует повышению спортивного мастерства и морально-волевых качеств спортсменов-инвалидов. На протяжении последних нескольких лет наша библиотека активно работает с детьми с инвалидностью по программе «Добро без границ». Социальным партнером является общественная организация Якутское городское отделение Всероссийского общества инвалидов.
при содействии которого совместно с библиотечным волонтером возникла идея в реализации данного проекта. Совместную работу начали с того, что библиотека выступила как информационная поддержка для людей с инвалидностью. Затем проводили совместные мероприятия. Сейчас тесно работаем по программе. Целью нашего проекта является социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через участие в соревнованиях по адаптивным видам настольных спортивных игр. Задачи проекта: популяризация настольных игр как средство моральной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение спортивного мастерства и морально-волевых качеств спортсменов-инвалидов, организация досуга людей с инвалидностью. Формат досугового центра позволяет привлечь к настольным спортивным играм людей с инвалидностью и ближайшее к нему окружение, где они чувствуют себя комфортно. Наш социальный проект позволяет сформировать у них активную жизненную позицию. Нами тщательно были подобраны игры, которые доступны для всех желающих, без каких-либо ограничений. Причем, что важно, с равным азартом сражаются игроки с различными нарушениями. Слабослышащие, слабовидящие, люди с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, интеллектуальными расстройствами и другое. Всего 9 настольных спортивных игр, такие как шаффлборд, новус, джакала, корнхолл, кульбутта, керлинг, бильярд, хоккей, матрешки и другие. Поставщиком выступила специализированная компания ООО «Студия НСИ», которая является официальным партнером Федерации настольных спортивных игр в России. Общий бюджет проекта составил 174 073 рубля. Из них запрашиваемая сумма из муниципального бюджета 149 073 рубля. Вклад спонсора 25 000 – это оплата услуг тренера-модератора. Досуговые центры сейчас активно записываются и переходят играть. Кому-то из них по вкусу шаффлборд – это английская игра, появившаяся почти 600 лет назад и чем-то напоминающая керлинг. Другим нравится немецкая забава джакала, участникам которой нужно забросить деревянные шайбы в лузы. Третий выбирает кульбутта, развлечение родом из Франции. На доске находится несколько лунок, а участник загоняет на эти лунки шарики, балансируя доской. Кстати, наша республика уже вносит предложение, чтобы якутские игры были в списке. Со дня открытия провели 2 турнира: ко Дню отца для пап с детьми и людям с инвалидностью в онлайн-формате в связи с пандемией. То есть участники подавали заявки, записывались по времени и приходили по одному. Как оказалось, это очень удобно. Без очереди и суеты спокойно приходили и играли. В декабре состоится онлайн-турнир в рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты», который проводит Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Как я уже сказала, все эти игры адаптированы для людей с инвалидностью и носят инклюзивный характер, то есть любой желающий может поиграть. Уникальность игр состоит в том, что они зарекомендовали себя как эффективный метод реабилитации. И это активный и интересный отдых, который должен стать элементом шаговой доступности для всех. Было освещено в СМИ, в республиканских и городских газетах, на телевидении НВК «Саха». Опубликована статья на сайте ЦБС с ссылкой на видео в YouTube-канале библиотеки. Хочу поблагодарить сотрудников смарт-библиотеки Айталину Алексеевну и Марину Максимовну за помощь в видеосъемках открытия. Также библиотеку «Созвездие» за предоставление музыкальной аппаратуры. Наша инициативная группа предполагает, что создание и деятельность досугового центра позитивно скажется на повышении социализации людей с инвалидностью в обществе, улучшении условий для повышения общего состояния здоровья, расширения круга общения, положительных эмоций и повышения продолжительности жизни в целом. Из вышесказанного следует, что в библиотеке нужно построить работу с людьми с инвалидностью так, чтобы быть востребованной как информационный центр и как культурно-досуговое учреждение.
Немного подробнее расскажу о народном бюджете и поделюсь своим опытом участия в конкурсном отборе. Наша библиотека реализовала это второй проект. Первый наш проект назывался «Летний центр отдыха и чтения», где мы благоустроили территорию библиотеки. Вот с 2014 года каждый год окружная администрация города Якутска объявляет конкурс. Начинает сбор заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий и строительство социально значимых объектов. Самое главное, по условиям конкурсного отбора инициаторы вкладывают не менее 20% от общей стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Также нужно учесть при написании сметы, что удерживает налог, субсидии, которые вам перечислят. Получившие поддержку проекты должны быть реализованы в течение следующего года. От физических и юридических лиц, объединений и общественных организаций города Якутска на рассмотрение принимаются социально значимые проекты по 4 направлениям. Например, первый наш проект, он по направлению шел строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов. Второе – это благоустройство территории городского округа и мест массового отдыха. Третье – проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций. Четвертое – проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий. Вот второй наш проект, она вошла как социальный проект. Заявки для участия в конкурсе продлили в этом году до 12 ноября и принимают в отделе по связям с общественностью окружной администрации города Якутска. Также можно подать заявку в управлениях округов и администрациях пригородов столицы. Подробнее вы можете почитать в положении, где есть требования, шаблон заявки и так далее. Имеется самое главное критерий оценки еще заявки. Например, чем больше количество благополучателей, тем больше баллов. Регистрация проекта на интернет-портале OneClick Якутск и количество полученных лайков со стороны пользователей портала тоже больше баллов. Слушала лекции, которые проводит ресурсный центр поддержки СО НКО фонда «Семья для ребенка», который находится в Доме профсоюзов по улице Крушова, офис 702А. Они открыты для всех желающих, с радостью консультируют и советуют. Мы подали заявку через OneClick Якутск и отнесли в департамент по связям с общественностью. Вместе с заявкой подавали подписанные листы жителями, поддерживающих наш проект. Разместила на сайт OneClick Якутск и тоже призывали голосовать. Защищали мы проект в 2 этапа, где рассказывали о значимости, наглядно показывали видеоролик, презентацию. По каждому направлению отдельная комиссия. На первом этапе много участников отсеивается. На втором этапе уже происходит отбор. После прохождения на счет поступают средства. Нужно четко соблюдать сроки реализации и смету. Затем предоставляйте каждый раз отчет о ходе реализации. Хочу сразу предупредить, что проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. Если у вас остались ко мне вопросы, вы можете обратиться ко мне, я вам подскажу и посоветую. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Евдокия Валерьевна. При нашей ЦБС второй год работает Якутская городская общественная организация, молодежная ассоциация сотрудников библиотек «Молодая зелень». О работе данного учреждения расскажет председатель Макеева Мария Ивановна. Новые инициативы «Старт». Добрый день, коллеги! Поздравляю вас всех с открытием 32-го методического сезона. Так, сейчас включу. Наша организация, Якутская городская общественная организация, молодежная ассоциация сотрудников библиотек, может, чего нету? Была создана в 2019 году целью содействия молодым сотрудникам библиотек города Якутска в осуществлении деятельности
направленных на удовлетворение информационных, культурно-просветительских и творческих потребностей жителей города Якутска. В данное время работают более 10 проектов, авторами которого являются члены организации «Молодо зелено». Эти проекты являются как локальными, например, как проект «Активная книга своими руками» библиотеки «Теплый дом», так и сетевыми, например, «Библия волонтер». Главным ежегодным мероприятием организации стал конкурс проектов «Навигатор идей» совместно с профсоюзом библиотеки в рамках библиотечного форума «Навигатор». На этом конкурсе отбираются лучшие проекты и вручаются денежные вознаграждения победителям, которые идут на реализацию этого проекта. Победителем первого конкурса стал проект библиотеки «Дом семейной книги. Соберем библиотеку комиксов», который был реализован на ура, и сейчас комиксы являются основной фишкой этого филиала. Также оказание консультативно-методической помощи коллегам стало необходимой частью деятельности организации. Так, если проект участвует в каком-либо конкурсе или гранте не через «Молодо зелено», мы также можем вам подсказать в оформлении заявки и оказать консультативную помощь. В прошлом году грант фонда президентских грантов выиграли коллеги из библиотеки «Книга 03». Сегодня о ходе работы расскажут сами авторы проекта. В начале 2021 года бесплатный хостинг конструкторов сайтов «Тильда» объявил о конкурсе эссе для некоммерческих организаций, в котором выиграли годовую премиум-подписку. Пользуясь моментом, хотим поблагодарить от имени организации ведущего библиотекаря информационно-образовательного центра Филиппову Дарью Николаевну, которая написала это эссе. Сейчас подпиской могут воспользоваться крупные проекты ЦБС. К примеру, лендинг-страница научной конференции TEDx Якутск, которая прошла весной этого года, была создана на этой тильде. В этом году наша организация стала победителем конкурса главы городского округа город Якутск на поддержку общественно значимых проектов с проектом «Правовая семейная онлайн-игра «Право-лево», целью которого является создание онлайн-игры, которая позволит родителям, преподавателям и библиотекарям в игровой форме ознакомить детей младшего школьного возраста с основными понятиями в области права. Этот проект является подпроектом нашего сетевого проекта «Библиотека Правовой Вектор». Также в этом году выиграли грант в конкурсе благотворительных и социальных проектов Алмаз-Эргенбанка для некоммерческих организаций с проектом «Финансики». Многие наши коллеги знают этот проект, который был запущен в прошлом году информационно-образовательным центром смарт-библиотеки. Онлайн-школа «Финансовая грамотность», в рамках которого на площадке YouTube выпущены мультфильмы «Финансики». В этом мультфильме на примере Бельчат Беллы и Проша рассказывают поднимаются бытовые вопросы, касающиеся финансов в семье. К примеру, могу сказать, что моей 7-летней дочери очень нравятся эти мультики, и она уже учит меня, как пользоваться деньгами. Это я к тому, что проект является востребованным и интересным для детей. За этот 2021 год мы активно участвовали во многих российских, республиканских и местных городских конкурсах и грантах. Были победы, были поражения, но, как говорится, отрицательный опыт – это самый лучший опыт, поэтому идем дальше и ждем ваших предложений. Для тех, кто хочет ознакомиться и заполнить заявку для вступления в организацию, наши нормативно-правовые акты есть, документы есть на нашем сайте ЦБС в разделе «Коллега». Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Ивановна. О президентском гранте «Просто о сложном» расскажет Николаева Ирина Юрьевна, главный специалист специализированной библиотеки филиала номер 5, книга 03. Здравствуйте, коллеги. Сегодня я в целом говорить о проекте не буду, потому что мы не раз выступали на семинарах, а также любую информацию о проекте вы найдете на нашем сайте, на сайте УКДР и новостных порталах.
Поэтому остановлюсь только на тех моментах реализации проекта, которые, на наш взгляд, требуют особого внимания. Думаю, большинству из нас знакомо чувство радости и гордости, когда мы узнаем о победе в грантах или конкурсах. И согласитесь, коллеги, при реализации проекта всегда эти наши эмоциональные искренние чувства сменяются на такие серьезные способности, как обязанность и ответственность. А если проект реализуется при сложной эпидемиологической ситуации, как сейчас, это вдвойне ответственное дело за участников проекта. Когда в начале 2020 года мы оформляли заявку, составляли смету проекта, мы представить не могли, что в связи с новой коронавирусной инфекцией ВОЗ объявит пандемию, и цены на технику вырастут в разы, а медицинские товары, как маски и перчатки, станут необходимостью каждого дня. Поэтому первое, на что вы должны обратить внимание, на важные события, связанные с пандемией, и не только в нашем регионе, да, но и в стране. Обязательно нужно продумать, как эти ограничительные меры реально повлияют на ваш проект. Особенно это касается, если ваша целевая группа – люди, старше 60 лет, и люди с инвалидностью. А в нашем случае они внесли основные следующие корректировки: продление срока реализации. Проект наш отодвинулся на 8 месяцев. Соответственно, изменились ключевые контрольные точки, это этапы, и изменения в бюджете. Как я сказала, мы не учли, к сожалению, медицинские товары. Здесь сразу подчеркну по бюджету. Когда составляете смету, по каждым пунктам необходимо внести обоснованный комментарий. То есть вы должны понимать, что корректное составление бюджета проекта в значительной степени влияет на перспективы получения гранта. Обязательно закладывайте реальную сумму, учитывая повышение цен, но и не слишком преувеличивая. При реализации все счета приобретений должны пройти через Сбер, так как вся финансовая часть проекта Фонда президентских грантов проходит по банку Сбербизнес. Иначе других банков насчитывается комиссией, что, конечно, нежелательно. Финансовое ведение является важным элементом в работе проекта, поэтому обязательно предусмотрите услугу бухгалтера. Мы, конечно, очень сожалеем, что не предусмотрели эту услугу. Конечно, мы за это время научились оформлять, отправлять и выписки, и счета, и договора. Это большой опыт. Но, имея профессионалов в команде, мы столько времени и нервов не потратили бы. Это точно. Очень важно использовать все выделенные средства по статьям прямо до копеек, потому что остаток – это есть нецелесообразное использование бюджета. В итоге это все скажется на результат проекта. Когда у нас начались основные мероприятия, а именно обучающие курсы по цифровой грамотности пожилых и людей с инвалидностью, первое, что потребовали от нас партнеры проекта, это полная двухкомпонентная вакцинация от коронавируса. Вся команда к этому времени была вакцинирована, а вот наши волонтеры, студенты нет. Это было наше упущение. Студенты в то время обучались дистанционно, поэтому большинство из них переехали в районы, а те, кто остались, не были привиты. Мы обращались в Центр по работе с волонтерами, в разные общественные организации, но, к сожалению, нам везде отказывали. Поэтому, если в проекте планируется участие волонтеров, заранее проследите за их графиком вакцинации. Теперь уже, наверное, ревакцинации. Далее, особое внимание уделите в работе с партнерами проекта. У нас была такая непредвиденная ситуация, например, с информационным партнером. При оформлении заявки мы лично разговаривали и получили тогда письмо поддержки от редактора известного новостного портала. По истечении некоторого времени редактор сменился, а новый, к сожалению, отказался сотрудничать с нами. Поэтому будьте готовы к форс-мажорным ситуациям. Все мероприятия проекта должны сопровождаться подтверждающими материалами. Это фотографии, видео, аудиозаписи, публикации в средствах массовой информации, в сети интернет, включая социальные сети, протоколы совещаний, если они у вас будут, списки участников и так далее. Очень важно все эти материалы регулярно, не откладывая на потом, вносить аналитический отчет. Тогда будет удобно вам при оформлении отчета. К слову о сайте Фонда президентских грантов. Как только вы создаете свой профиль на сайте, у вас появится вкладка «Мои проекты».
Выбирая свою заявку, вы окажетесь на странице своего проекта. Интерфейс сайта очень удобный. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по реализации проекта. Инструкции, рекомендации, вебинары, справочные материалы, образцы документов. Если что-то непонятно, если возникают вопросы и вы не находите ответа, смело обращайтесь к куратору. К каждому проекту прикрепляется свой куратор. Необходимо постоянно держать с ними связь. Нашими помощниками на протяжении почти 2 лет являются сотрудники ресурсного центра содействия развитию некоммерческой организации «Аква». Эксперты по всем вопросам проводят консультации. Всегда можете к ним обращаться. Таким образом, еще раз отмечу 3 основные моменты, на которые вы должны обязательно обратить внимание. Предусмотреть услугу бухгалтера, использовать все выделенные средства до копеек и на работу с волонтерами. А у нас на сегодня проект реализован на 80%. Обучающие курсы завершаются, продумываем выводы аналитического отчета, проверяем наши документы бюджета и приступаем к оформлению финансового отчета. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Да, как вы хорошо раскрыли такие проблемные зоны по проектной деятельности. А дальше у нас выступает Ксенофонтова Розалия Ивановна, главный специалист информационно-образовательного центра специализированной библиотеки филиала номер 22 «Смарт-библиотека». Финансики, обучение детей финансовой грамотности. Добрый день, коллеги. Включаю демонстрацию экрана. Так. Угу. Все видно? Пожалуйста, скажите. Да. Угу. Хочу с радостью сегодня поделиться опытом работы по проекту «Финансики». Как уже Мария отметила, этот проект у нас реализуется в рамках проекта онлайн-школа финансовая грамотность. И когда мы начали уже работать по этому направлению, мы поняли, что охватываем взрослую часть населения. И все-таки истоки, когда человек финансово неграмотен, это детство. В детстве человеку не рассказывали о финансах, не учили правильно распоряжаться своими карманными деньгами, не учили тому, что что-то нужно копить, что такое финансовые цели, инвестирование, какая часть расходов должна уходить на бытовые нужды, какая на ваши вложения, какая на кредитную часть, да, и мы поняли, но стало понятно, что нужен проект еще и для детей, и чем раньше ребенок начинает погружаться в мир финансов, тем лучше. И что мы могли придумать для детей? Конечно же, это не лекции, это не какие-то встречи со взрослыми людьми, которые бы там работники банкиров рассказывали бы детям, да, об этом, потому что все-таки мир финансов, он такой сложный, и дети всегда воспринимают информацию в такой игровой форме, и финансики, мультики, именно анимационные мультфильмы короткие стали идеальным вариантом. Хочу здесь сразу отметить, что это был такой первый опыт для всех нас, для всего Смарта, для команды, которая на сегодняшний день работает. Никто ранее не занимался таким контентом, тем более анимированием, и все для нас было впервые. Так, с чего мы начали? Мы обратились, на тот момент мы уже работали с региональным центром компетенции по финансовой грамотности республики, и через них мы обратились в Якутский финансово-экономический колледж. Они являются очень хорошими специалистами по работе со школьниками, проводят очень много разных мероприятий, марафонов республиканского масштаба, и такой хороший опыт имеют, да, и мы с ними проконсультировались по темам, которые можно затронуть для детей. Целевая наша аудитория была определена как 4-11 лет, такой довольно широкий диапазон, но мы решили все-таки рискнуть и определили вот такие 10 тем.
который рассказывает детям основы, такие базовые вещи, что такое вообще деньги, откуда они появились, что такое рубль, что такое карманные деньги, как накопить на свои цели, что такое там обязательные расходы и так далее. То есть по итогам всех этих 10 тем, 10 серий ребенок должен понимать, что деньги, они не появляются откуда-то просто так с неба, на все шоколадки, на все новые телефоны, на отдых, на походы в кино. Это такие затраты, которые родители вкладывают и распределяют, и он сам тоже может вносить свою лепту в формирование семейного бюджета с самого раннего возраста. Далее, после темы встал вопрос, кто же будет в качестве главных персонажей. Мы решили обратиться к нашим читателям через Инстаграм, провели опрос и предложили им медведя, муравья, свинью и белку, да, для того, чтобы определить, какой же персонаж, какое животное больше всего ассоциируется с накоплениями, с бережливостью. Ну и, конечно же, белки стали такими персонажами, символ как раз-таки бережливости, дружелюбия, ловкости, быстроты, скорости. Поскольку у нас мы определили, что мультик все-таки будет выходить на русском языке, географически, чтобы обозначить, что финансики выходят именно в Якутии, мы решили, что наши белки должны быть в национальной одежде. И, как вы видите, тут мама, папа, Белла и Проша, они в национальных костюмах, и это, ну, как бы указывает на то, что это национальный все-таки мультфильм, да, и всегда будет знакомо для и якутян, и будет как бы такой маячок о том, что это в республике сделанный мультфильм. Имена у нас русские, и, как я уже сказала, язык русский. Далее хочу ознакомить с этапами создания одной серии. На сегодняшний день у нас полностью вышло 5 серий, каждый раз мы идем по вот этому сценарию, можно сказать, да, вот эти этапы каждый раз мы проходим. Это, во-первых, разработка темы, адаптация сценария под целевую аудиторию. Как уже было сказано, тема финансов очень сложная, а рассказать ее просто, да еще и детям, это составляет некие сложности, да, и каждый раз мы после того, как пишется черновой сценарий, сидим, упрощаем термины, стараемся ассоциативно как-то объяснить детям о том, что такое бюджет, что такое там планирование, что такое бытовые расходы, и ну, с каждым разом, мне кажется, у нас получается все лучше и лучше, мы все-таки набираемся в этом плане опыта. После того, как пишется и утверждается сценарий, приходит этап озвучки, то есть каждую реплику, которую озвучивает там Белла, Проша, мама или папа, у нас озвучивают живые люди, мы их приглашаем в нашу библиотеку, и они читают по сценарию. Иногда это бывает только одна серия, иногда сразу... Извините, иногда это сразу несколько серий. Зависит от того, ну, как быстро продвигается работа, да. Затем, согласно сценарию, начинает рисоваться раскадровка, то есть это если там Проша в сценарии дает Белле там, телефон или что-то, или они вместе что-то смотрят, да, это должно быть нарисовано, понятно для нашего художника-аниматора, и каждую вот эту вот, каждое действие мы прорисовываем схематично на листочке, и после этого мы отдаем уже на оживление, то есть на анимацию весь наш сценарий вместе с озвучкой, вместе с репликами, да, то, что было озвучено. На этапе анимации создается новый полностью сценарий, то есть есть образцы, можно так сказать, если все это происходит дома, то есть уже дизайн дома. Затем добавляются движения и добавляются новые моменты. И после всего того, что сделано на этапе анимации, снова озвучка, это добавление таких шумов, как листание книги, это вот открывание двери, либо там ходит, бегает, это все разные шумы, и может показаться, что это такие мелочи, да, но на самом деле именно они добавляют такую живость самому мультику.
и без них он будет такой очень ну, неживой, как минимум. А затем, конечно же, это вставка нашей шапки, то есть первая шапка, которая видна в первую очередь вместе с надписью «Финансики». И это фоновая музыка, которая задает настроение и динамику всей серии. Вот, если подробнее рассказать о раскадровке, у нас обычно от 1,5 минут до 2 минут 30 секунд примерно длится одна серия, и длина кадра, то есть один кадр, да, у нас длится примерно 3 секунды. И для того, чтобы нарисовать весь мультик, требуется от 30 до 45 примерно таких разных картинок. То есть вы видите тут 2 листочка А4, да, это прорисовываем схематично то, что мы хотим видеть на мультике, в самом мультике, в самой серии, и затем уже наш аниматор, получается, полностью прорисовывает это в программе. Программа, которой мы пользуемся, это Mocha, то есть вместе с After Effects они являются, можно сказать, ну, самыми главными программами для анимации, но именно Mocha создана и заточена под создание анимационных персонажей. Стоит отметить, что вот Кенея Борисова, которая у нас занимается как раз-таки оживлением наших персонажей, прорисовкой и графическим дизайном, она с нуля освоила эту программу, начала работать и на сегодняшний день уже выпустила 5 таких серий. И сейчас я хочу вам показать процесс создания. Здесь всего лишь 45 секунд, но посмотрите, какая работа колоссальная проделывается. То есть прорисовывается полностью весь интерьер, каждая деталь по отдельности, то есть шторы, да, что будет видно из окна, все растения, каждый лепесточек, каждая складочка, это все прорисовывается вручную, вот задаются такие, можно сказать, связки. Вот видите, сейчас вот горшочек с цветком, и вот каждую веточку это все прорисовывается, и затем добавляются наши персонажи, которые куда-то идут, встречаются друг с другом, ходят, вот это вот, видите, да, бельчата начинают ходить. Вот, это всего лишь 45 секунд, а на самом деле это почти часовая работа, если не ускорять, да, и примерно вот за 45 минут создается где-то, наверное, ну, не больше 5-7 секунд самого мультика, то есть работа очень кропотливая, и для того, чтобы создать одну серию, уходит не меньше месяца. Ну, результатом нашей работы становятся готовые выпуски, которые мы размещаем в YouTube. Давайте мы посмотрим одну серию. Если... Ой. Угу. Белла, смотри. Гоша, классный телефон. Хочу такой же. Мне кажется, тебе пора начать копить, как сказали мама и папа. Только я не знаю, как. Пойдем спросим у родителей. Пошли. Папа, мама, у нас к вам очень важный вопрос. Очень важный вопрос? Мы вас внимательно слушаем. Мама, папа, вы сказали, что на телефон я могу накопить сам. А как я накоплю? Присядьте с нами. Эта книга поможет накопить на свой телефон прошлый. Тебе нужно начать копить из карманных денег. Карманные деньги? Что это? Карманные деньги – это деньги, которые ты можешь использовать так, как считаешь нужным. Карманные деньги еще называют карманная зарплата. Карманная зарплата? Здорово! Но кто эту карманную зарплату будет нам давать? Давать карманные деньги будем мы с папой. Мне тоже? Тогда я тоже накоплю на телефон. Да, Белла, иметь карманные деньги очень важно. Эти деньги помогут вам научиться планировать свой бюджет. Ух ты, как здорово! Теперь у нас будет собственный бюджет. И мы можем потратить эти деньги на все, что хотим? Да, но следует следить за своими расходами. Это как? Это очень просто.
Нужно записывать все свои траты. А что будет, если я не буду записывать траты? Тогда вы не будете знать точно, на что ушли ваши деньги. Ого. А еще нужно научиться делить деньги на 3 части. На целых 3? Да, Белла, часть денег можно потратить на развлечения. Часть желательно отложить на более крупную покупку. Например, на твой телефон. Еще одну часть, пусть совсем небольшую, пожертвовать на общее благо. Каждую неделю мы будем давать вам карманные деньги, а вы часть из карманных денег откладываете. Если накопите половину необходимой суммы, то мы добавим вторую половину. Хорошо, я готов начать копить. Спорим, я накоплю очень быстро. А спорим, я быстрее. Всем привет. Так, вот так. Далее. И также эти готовые выпуски у нас размещаются на странице онлайн-школы финансовой грамотности в разделе «Финансики», да, куда тоже могут зайти взрослые, ну и через сайт уже показать этот проект. Далее, региональный центр компетенций по финансовой грамотности. Мы очень благодарны за то, что поддерживает этот проект, и благодаря их финансированию они профинансировали 5 номеров, выпуск 5 номеров комиксов на 2 языках, на якутском и русском, в журналах «Чуранчик» и «Колокольчик». И как раз-таки поэтому увидели свет такие комиксы о финансовой грамотности для детишек. И тираж тут очень хороший, 2800 экземпляров и у Чуранчики, и 2800 экземпляров у Колокольчика. И можно сказать, что общий охват просмотра этих комиксов только благодаря Чуранчик и Колокольчик вышло около 28 тысяч. Да? Если до этого мы считали только просмотры через YouTube, то сейчас мы можем и охват через эти комиксы считать. Также будет профинансирован выпуск отдельного номера со всеми 10 выпусками этого журнала, то есть этого мультфильма. И в каждой серии, получается, в каждом выпуске были еще размещены QR-коды, которые отправляли через сканер, получается, через сканирование на YouTube-канал в плейлист «Финансики». Летом был объявлен конкурс грант Алмаз-Регенбанка на общую сумму 1 миллион рублей. И по плану этот 1 миллион был распределен на реализацию 13 проектов НКО и 14 проектов корпоративных волонтеров Алмаз-Регенбанка. Было 5 разных направлений. Мы подали 2 заявки по онлайн-школе финансовой грамотности и финансиками, стали победителями в направлении финансовой грамотности с финансиками. Сумма финансирования составила, на самом деле, не очень большая сумма, 50 тысяч рублей, но на эти деньги мы собираемся купить лицензированную программу МОХа для того, чтобы улучшить качество наших мультиков и продолжать реализовывать этот проект в еще лучшем качестве. Партнеры за неполный год, то есть первая серия, она была выпущена в марте этого года. У нас появилось 5 разных партнеров. Это и Регцентр компетенции по финграмотности, это Министерство финансов, это ЕФЭК, детское издательство Кискил и Алмаз-Регенбанк. Алмаз-Регенбанк, кроме гранта, они тоже очень сильно заинтересовались этим проектом и решили еще выпускать, дублировать, точнее, по эскизам Кискил эти комиксы в своем корпоративном издании. Актеры озвучки. Каждого персонажа у нас озвучивают живые люди, как я уже сказала, это не компьютерный голос, да, не искусственный. Прошу у нас и Беллу озвучивают воспитанники курсов по актерскому мастерству для детей нашей библиотеки. Это Марат Семенов, ученик средней школы номер 33, и Ариана Адамова, ученица технического лицея. Маму и папу озвучивают работники смарт-библиотеки, это Дарья Чебан и Егор Ефимов.
занимаются реализацией проекта 5 человек. Это вот я, Дарья Федорова, она является сценаристом, то есть она пишет полностью сценарии, мы затем их редактируем, адаптируем под детей. Алена Наговицына у нас занимается, она ответственна за звук, за то, чтобы качественно записать озвучку вот этих наших актеров, да, которые озвучивают наших героев. Затем после этого у нас идет первичный монтаж, то есть сводится звук, чтобы все друг за другом правильно говорили, чтобы не было больших пауз и так далее. Вот за это отвечает Алена. Клиней Борисова. Она у нас полностью с нуля начала заниматься анимацией и ответственна за то, чтобы за красочность, за движение, за огромный пласт работы в этом проекте. И Саргалана Горохова – это педагог по актерскому мастерству, то есть она во время озвучки следит за интонацией, за эмоциональностью наших героев, наших реплик. И в дальнейшем мы хотим дальше развивать этот проект. Это, конечно же, сотрудничество с образовательными учреждениями, чтобы после занятий по финансовой грамотности, особенно в школах, сейчас есть в отдельных школах такие уроки, да, мы хотим, чтобы деткам показывали эти мультики, и во время совместной работы с детскими садами мы тоже хотим начать показывать эти мультики как такой развлекательно-познавательный контент в сфере финансов. И в дальнейшем мы думаем над разработкой настольной игры для детей. Тут уже как бы вопрос стоит очень, у нас большое пространство для творчества, возможно, он будет связан именно с героями финансиков, возможно, это будет немного уже другая игра, и, скорее всего, целевая аудитория уже будет для детей от 12-14 лет. Вот, примерно так. Спасибо за внимание, и если есть вопросы, готова на них ответить. Спасибо, Розалия Ивановна. Коллеги, вопросы? Думаю, что вопросы поступят, и вы их обсудите в рабочем порядке. Но я хочу объявить о том, что первый блок наш завершен. Мы благодарим всех спикеров и надеемся, что опыт наших коллег смотивирует вас на творческую стезю по созданию интересных проектов, и чтобы эти проекты выигрывали конкурсные отборы различных уровней и обязательно достигали каких-то положительных результатов. Благодарим вас всех за внимание. Объявляем перерыв до 12:30. И в 12:30 запустим второй блок «Навигатор в цифровой среде». Все можете зайти на второй блок после перерыва по этим же ссылкам.
Добрый день, коллеги! Мы вернулись к вам после небольшого перерыва и теперь начинаем второй блок семинара. В прошлом году, как вы помните, он носил название «Эффективные технологии библиотек в онлайн-среде». В этом году мы пошли дальше и обозначили тему «Роль библиотекаря как навигатора и консультанта в цифровой среде». Все мы знаем, насколько стремительно меняются тренды в современных реалиях. И чтобы идти в ногу со временем, удерживать интересы читателей и предоставлять нашим пользователям максимально полезный комплекс услуг, нами было принято решение начинался проект и каких показателей он достиг. Второй блок семинара, призванный ознакомить нас с предысторией проекта, открывает Лазарева Анастасия Алексеевна, заместитель начальника отдела коммуникаций и электронных услуг Центра «Мои документы» с темой выступления «Сектор электронных услуг. Опыт ГАУ МФЦ РСД». Добрый день, уважаемые участники 32-го методического сезона централизованной библиотечной системы городского округа города Якутск. Дорогие коллеги, рада вас приветствовать. Сегодня я хочу рассказать про опыт Центра «Мои документы» по поводу открытия и работы сектора электронных услуг на базе нашего центра. Как мы знаем, сектор электронных услуг – это место общественного доступа, оснащенное компьютерами, с доступом к сети интернет, где граждане могут не только воспользоваться компьютерами, но и получить квалифицированную методическую поддержку при оформлении государственных и муниципальных услуг посредством порталов госуслуг, таких как госуслуги.ру, eyakutia.ru и иных электронных сервисов и сайтов. Первый СЭУ на базе Центра «Мои документы» был организован в 2016 году в качестве экспериментальной площадки в связи с высокой востребованностью граждан в оказании методической поддержки при оформлении услуг на портале на дальнейвосток.рф. Заинтересованность граждан, уровень навыков, текущий уровень навыков компьютерной грамотности населения, развитие цифровизации госуслуг. Все эти факторы послужили толчком к открытию такого сектора на базе главного офиса МФЦ Якутска по адресу Амосова, 18. Первый сектор был оснащен 10 рабочими местами, полным оборудованием и доступом к сети интернет. За сектором электронных услуг были закреплены 1 постоянный сотрудник и 2 сотрудника по плавающему графику. Таким образом, одновременно консультацию вели 3 сотрудника. Режим работы сектора соответствовал режиму работы офиса. Открытие сектора электронных услуг стало не только местом получения помощи для граждан, но и высокой заинтересованности для органов власти, так как сектор электронных услуг снимал с них большую работу в части взаимодействия с гражданами по популяризации обучения граждан пользоваться госуслугами в электронной форме. За все время работы сектора электронных услуг всего сектор посетили порядка 126 тысяч граждан. В год открытия в 2016 году уже воспользовались услугами сектора 12 тысяч. До 2018 года уже эта цифра приблизилась к 43 тысячам. И здесь уже становится понятно, что это направление необходимо развивать дальше и организовывать такие сектора не только на площадках МФЦ, но и вовлекать в экосистему госуслуг иные заинтересованные структуры. Как только встал вопрос об открытии сектора электронных услуг на иных площадках, первыми откликнулись коллеги из Национальной библиотеки Республики Якутия. Мы считаем, что в этом помогло схожие миссии обоих организаций – это повышение культуры населения и помощь людям. Уже в августе 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве и, соответственно, был открыт сектор электронных услуг на базе библиотеки на 15 рабочих местах. В начале 2020 года Национальная библиотека уже получила статус центра обслуживания СИ и начала самостоятельную работу. Но я думаю, об этом, о своей работе мне поподробнее расскажет попозже. Для качественной подготовки кадров библиотеки на основании нашего соглашения были организованы ряд обучений.
Так, первое обучение прошло в республиканском обучающем семинаре для библиотекарей муниципальных библиотек, где прошло обучение около 50 специалистов из 27 муниципальных библиотек. Далее в рамках заключенного соглашения прошло 3 потока обучения, где прошли обучение порядка 500 библиотекарей города Якутска и муниципальных библиотек. Успешный опыт работы первого сектора электронных услуг на базе национальной библиотеки позволил тиражировать проект. В данный момент, как мы знаем, открыто еще 3 сектора электронных услуг в Горном, Цветарском и Верхнеуральском районах. Мы считаем, что данное направление коллаборация, сотрудничество с иными организациями по госуслугам перспективным и соответствующим мировым трендам. Даже если посмотреть на нынешнюю всероссийскую перепись населения, здесь идет коллаборация с статистикой Российской Федерации, со Сбером в части предоставления подарков для лиц, прошедших перепись через портал госуслуг. Сегодня, как Центр пользовательского сопровождения, Центр «Мои документы» выполняет следующую функцию. Мы являемся центром обслуживания ЕСЕ, то есть проводим регистрацию, подтверждение восстановления учетных записей на портале госуслуг, местах присутствия по всей Республике Саха-Якутия. Консультируем и оказываем методическую поддержку гражданам по вопросам получения государственных муниципальных услуг в электронной форме, как очно в офисах МФЦ, так и дистанционно через колл-центр, сайт МФЦ и площадки социальных сетей. Обеспечиваем функционирование мест для самостоятельной работы граждан. По республике у нас действует порядка 40 мест самостоятельной работы. Участвуем в проекте «Бережливое производство» по оптимизации предоставления госуслуг в электронном формате. Являемся центром компетенций, в качестве которого проводим правовую экспертизу регламентов, занимаемся переводом услуг в электронную форму, помогаем разрабатывать макеты электронных форм, а также с июня 2021 года в этом году активно начали работы в составе оперативного штаба республики по выводу 93 массовых социально значимых услуг на портал госуслуги. В разрезе всей республики это порядка 7000 услуг. То есть возможностей для граждан получить сейчас госуслуги становится все больше, потому что услуги они должны перевестись в электронную форму еще больше формате. Также проводим мероприятия по популяризации электронных способов получения услуг по доступным сейчас каналам текущей эпидемиологической ситуации. Да? И являемся методологами по организации зон секторов электронных услуг на площадках иных организаций. На сегодня данное направление является уникальным опытом среди регионов России. У меня вкратко на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия. Было очень интересно послушать о возникновении и начале работы проекта. Следующее выступление расскажет нам о том, какое дальнейшее развитие данный проект получил уже в стенах Национальной библиотеки. И мы приглашаем Находкину Любовь Юрьевну, ведущего библиографа Центра библиотечного информационного обслуживания, с темой выступления «Опыт организации сектора электронных услуг на базе Национальной библиотеки РСФ». Меня слышно, да? Да, вас слышно. Ой, как хорошо, а то я думаю, я тут одна в космосе. Добрый день, очень рада вас слышать, здесь присутствовать. Должна была выступить наша сотрудница, Видина Ольга Сергеевна. Ну, так получилось, что вот подменить. Открыт в нашей библиотеке с 2019 года. Сектор электронных услуг принимает граждан в стенах библиотеки. Жизнь в лучшую сторону.
хочу рассказать немного о жизни этого сектора. Да? Получается, обслуживание читателей стало намного интенсивнее проходить. В общем, расположен сектор на 2-м этаже. Раньше находились в холле, а сейчас переехали в 25-й кабинет. Есть 4 компьютера. В общем, консультанты помогают людям не только с ограниченными возможностями, да, мигрантам, пенсионерам. Услуги очень популярны. Вот. Работаем вместе с колл-центром. Это очень удобно, потому что люди приходят уже подготовленные. То есть по телефону получают список документов, которые нужно использовать, да, и они как бы идут, уже знают, что хотят получить и быть подготовленным. Вот. Благодаря сектору улучшилась информационная грамотность людей. Люди узнали, ближе им стало, что такое аккаунт, например, да, логин, пароль, так как гражданам сложно было в самом начале, да, и сейчас, в принципе, все меняется на глазах. Но вот они, уходя с сектора нашего, получив помощь, они уже немного продвинутее становятся. Некоторым открываем электронную почту, у кого нет такой возможности. Не у всех дома есть компьютер. Вот. Здесь можно подойти, воспользоваться, получить хорошую консультацию и понять вообще, как двигаться дальше. Да? Например, услуг же очень много. И человеку, например, отправили оформлять пенсию, дети заняты, все на работе, да? Или нужно оплатить ЖКХ. Обычные такие житейские вопросы, и человек порой теряется, не знает, куда идти. Есть такая услуга, как восстановление учетной записи. То есть если человек зарегистрировался несколько раз, то наши сотрудники помогают восстановить учетную запись. Отдельное слово благодарности получается за Ольгу Сергеевну, которая была и есть наш куратор, наш учитель. Она нам очень хорошо много показывала, потому что информации много на разных сайтах, и она очень терпеливо, очень доступно, спокойно нам все объясняла консультантам. Вот, библиотекари, то есть переквалифицировались, немножко шире стали у нас услуги, и больше спектр услуг увеличился, можно так сказать. И в период пандемии хорошо, что вот мы работали вместе с колл-центром, то есть консультации можно было получать, не выходя из дома. То есть те, кто не могут прийти, они могут с помощью консультанта получить все те же услуги на дому. В общем, так. Чувствую. Интересно послушать о нюансах работы сектора электронных услуг на условиях библиотеки. И сейчас также передаем слово Поповой Светлане, заместителю директора Национальной библиотеки по развитию, которая расскажет нам о деятельности Центра обслуживания ИСИ. Добрый день, уважаемые коллеги. Рассказать об опыте организации сектора электронных услуг на базе библиотеки. Любовь Юрьевна сейчас по содержательной части об опыте своей работы как библиотекаря в новом структурном подразделении она вам рассказала. Те нюансы, миссия библиотеки – это преодоление информационного неравенства, это помощь людям в оказании услуг и, конечно же, расширение сферы деятельности библиотеки, которая уже вышла за рамки просто, библиотека уже не просто хранилище, а навигатор в информационном поле, можно сказать, да, правовом нашего государства является. И я коротко расскажу об опыте того, как мы стали центром обслуживания.
Вот. И я собрала для вас в своей презентации такой небольшой чек-лист, в котором прописала алгоритмы, как у нас это происходило. Также прикрепила все наши документы, чуть дальше, да, остановлюсь. Простыми словами говоря, вот состоит буквально, это, конечно, вот немножко вот грубо и очень упрощенно написано, но из каких шагов состоит вот для того, чтобы библиотека стала центром обслуживания. Сначала мы много думали, потому что думали, что центром обслуживания может стать только банк, например, пенсионный фонд, да? Но, как оказалось, при желании, при правильном построении вот этой работы центром обслуживания может стать и библиотека. Вот. Первое, это нужно будет присоединиться с личной учетной записью госуслуг организации. Это директор, да, у нас всю эту процедуру проводит. Потом нужно присоединиться к технологическому порталу для управления центром обслуживания. Также обязательно определить, подготовить список сотрудников, которые указывают услуги по подтверждению учетных записей. На их имена приобрести электронные цифровые подписи, прикрепленные к организации. Ну и, конечно, провести обучение и подготовить все необходимые МТА. Да? Здесь с чего мы начали? Да? Мы начали с письма нашему учредителю. Наш учредитель – это Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Мы подготовили такое письмо с обоснованием, почему нам это нужно, и попросили, чтобы министр подготовил приказ о назначении библиотеки ответственной за создание центра обслуживания по услугам регистрации и подтверждения учетной записи граждан ЕСИА. Письмо ушло. Дальше. Далее мы подготовили также проект приказа. Вот здесь мы прилагаем, можете потом в дальнейшем, когда будете открывать центр обслуживания, использоваться им, о назначении ответственной организации за создание центра обслуживания. Вот назначить, например, там НБР с ответственным и контроль исполнения, ну там уже дальше у вас прописывает ваш учредитель. Дальше. И потом, после того, как вышел приказ, в течение месяца мы отчитывались о том, как у нас продвигается эта работа. И вот тоже отчет учредителя, образец вам прикрепила, какие у нас услуги проводятся, где можно посмотреть информацию о нашем центре обслуживания. Дальше вот, если кликнуть на сайт ЕСИА госуслуги, вот Public.ра, да, вот, можно найти список всех центров обслуживания, которые у нас располагаются в городе Якутске. И здесь я сделала скриншот о Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. И обратите внимание вот на подчеркнутый круг, да, какие услуги мы производим. Восстановление, регистрация учетной записи, удаление учетной записи и подтверждение личности. Дополнительные данные, вот скриншот не влезли, я тут внизу указала, да, как мы работаем и какие у нас условия для того, чтобы прийти к нам в библиотеку. Показывает очень удобно, что и расположение показывает, ну и расписание. Дальше. И кроме этого, обязательно тут внутри библиотеки нужно принять ряд документов, да, и основные из них, это первое, положение о правилах получения, продления, использования, хранения и уничтожения электронной подписи и регламент, ну это тут я написала регламент наш, да, у вас, соответственно, если вы будете открывать у себя центр обслуживания, то будет у вас регламент свой. Я тоже как помощь методическую тоже прикрепила, можете дальше будет, когда начнете работу, уже посмотреть дальше. И, естественно, готовится приказ о назначении ответственных. Тоже вот проект приказа у нас, назначить операторами. У нас услугу осуществляет 3 человека, у них есть цифровые подписи, и они имеют право подтверждать, переподтверждать и удалять учетные записи. Это у нас Ольга Сергеевна, например, в библиотеке, Руслан Иванович и Любовь Юрьевна Находкина. 3 человека. Дальше. И вот подсказки я здесь вот вложила в Google Диске, все регламенты, все прикрепила, можете ими воспользоваться. Но кроме этого нужно сказать, что вот это только та часть организационная, которая была с моей стороны. Но требуется также, конечно, еще и ряд действий, да, со стороны автоматизаторов, например, технологов, которые будут осуществлять заявку, они будут направлять.
И обязательно нужно помнить о том, что вот ваш учредитель должен стать гарантом, что вы являетесь центром обслуживания, и через учредителя уже выходить на Минсвязи и далее для того, чтобы пройти полный алгоритм регистрации. Вот в документах вложила, поэтому, коллеги, кому интересно, да, кому нужно, прошу воспользоваться. Спасибо. Большое спасибо, Светлана Александровна. Коллеги, я надеюсь, вы все очень внимательно слушали это выступление, потому что именно с этими вопросами нам всеми предстоит работа в следующем году, когда мы запустим данный проект на базе наших филиалов. Сейчас мы с вами переходим к самой волнительной и торжественной части нашего семинара. Это подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между централизованной библиотечной системой города Якутска, Центром «Мои документы» и Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия. Приветственное слово дается... Чуть потише, спасибо. Приветственное слово дается руководителю Центра «Мои документы» Батуевой Таисии Львовне. Добрый день, уважаемые участники семинара, уважаемая Мария Витальевна, Светлана Александровна. Я считаю, сегодня отправная точка, да, очередная отправная века, которую мы с вами проходим. Скажу очень коротко. Это знаковое событие для дальнейшего развития не только сферы получения и предоставления госуслуг, да, но и в целом госуслуг и культуры населения, скорее всего. Потому что не зря в 2009 году мы совместно с коллегами из Национальной библиотеки придумали, разработали и реализовали такой проект. Коллеги, он уникальный на территории Российской Федерации. То есть сейчас мы так с вами тихо, аккуратно, осторожно творим, по сути дела, историю. И, наверное, будем дальше тиражировать на федеральном уровне. Я считаю, что отправной точкой тогда стало, что наши миссии очень похожи. То есть мы о людях, мы помогаем людям, мы их проводники в мир культуры, в мир потребления услуг, да, и такие цифровые волонтеры, цифровые помощники, хоть как можно назвать, но суть не меняется. Поэтому мы работаем только на качество, на повышение качества жизни населения. И реализовав этот проект уже с Национальной библиотекой и с нашими коллегами с районных отделений, мы видим высокую потребность сегодня, как никогда в период пандемии, актуальность у населения. И мы считаем, что благодарим Марии Витальевне, да, то, что подключается к этому проекту. Я думаю, я верю, я прямо точно знаю, что все хорошо получится. Поэтому пожелаю нам обоюдно дальнейшего плодотворного сотрудничества. Спасибо. Благодарим, Таисия Львовна, очень правильные слова сказали. Мы также надеемся, что данное сотрудничество будет очень плодотворным. Слово передается Поповой Светлане Александровне, заместителю директора Национальной библиотеки по развитию. Хочу начать немножко с предыстории. В 2019 году, когда еще в МФЦ у нас работала другая Ольга, да, Ольга Вячеславовна, которая пришла к нам и с такими горящими глазами сотрудники ей предложили, говорят, что Таисия Львовна предлагает нам сотрудничество о том, чтобы мы объединили усилия и создали новый сектор для того, чтобы помогать нашим жителям. Много работы было проведено, и благодаря Таисии Львовне, ее поддержке, да, сектор электронных услуг у нас он осуществился и работает на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, самый востребованный отдел Национальной библиотеки. Самый полезный и самый нужный. И более того, мы сейчас отмечаем, да, что у нас, которые люди, они даже не знали об услугах библиотеки, приходя в сектор электронных услуг, они записываются в библиотеке. Стали уже многие из них постоянными нашими читателями. И особенно вот хотелось бы отметить основными иностранными гражданами. Да, они очень... Поэтому мы считаем, что социальная миссия библиотеки именно вот в таком прорывном проекте, она, ну, это очень здорово, и очень бы хотелось, чтобы к нам подтянулись уже все улусы. Это зависит, конечно, много от директоров, и Мария Витальевна, очень здорово, чтобы присоединились. Я думаю, что у нас проект будет дальше развиваться. Если в городе Якутске мы втроем объединим усилия, то мы будем, ну, это будет очень
крутой проект, который можно тиражировать действительно на федеральном уровне. Спасибо большое. Благодарим, Светлана Александровна. С напутственным словом выступает директор централизованной библиотечной системы города Якутска Андреева Мария Витальевна. Ну что, коллеги, вы же внимательно услышали, да, сейчас Таисию Львовну и Светлану Александровну. Вы понимаете, какая ответственность у нас вот прям с двух сторон? Я так сижу такая в центре, слушаю, понимаю, что действительно это будет, мне кажется, очень прорывной, интересный проект для нашей централизованной медичной системы уж точно. Я сегодня утром уже вам говорила, что мы как-то вроде бы все около вертелись, крутились, но Светлана Александровна подтвердит, кто-то обучался, приходили, да, но это все было так рядышком, не прям внутри. Но действительно, мне кажется, это будет востребовано. Для начала мы сегодня начнем работать в наших 4 филиалах. 2 сельские библиотеки, это Хатас и Маган, обе модельные, и 2 городские. Вот здесь библиотека, конечно, само собой, да, и Созвездие, где уже в МПЦ у нас сидели коллеги, и уже был показатель того, что интересовали библиотечные услуги тех, кто приходил туда. Еще самое интересное, что вы иностранные же сказали, да? Да, там же библиотека, у нее именно такое мультикультурное направление, она работает именно с народами из стран СНГ и вообще иностранными. Мне кажется, это тоже что-то интересное такое. Поэтому я уверена, что это будет очень плодотворное сотрудничество. Поэтому спасибо, что вы сегодня подошли. Пошли нам навстречу или наоборот мы вам. Благодарим, Мария Витальевна. И, наконец-то, приступаем к подписанию соглашения. Исторический момент. Итак, дорогие друзья, соглашение подписано. Теперь дело за главным – обучить наших сотрудников и успешно реализовать данный проект на базе филиалов. Сейчас мы объявляем небольшой перерыв на обед, а наших гостей приглашаем на экскурсию по библиотеке. Всех остальных, кто смотрит нас через Zoom и YouTube, ждем вас в 14:30 на продолжение второго блока. Благодарим за внимание.
Наверное, однозначно.
Прокопий, пожалуйста, выключите звук.
Раз, как слышно? Итак, коллеги, я предлагаю пока немного подождать, буквально 5 минут, потому что нас пока еще довольно мало, всего 26 человек я вижу. Давайте подождем 5 минут и начнем в 14:35, когда станет уже чуть больше народа.
Итак, коллеги, еще раз всем здравствуйте. К тем, кто присоединился к нам только в этой части. У нас прошло уже 2 блока, которые были очень интересные. И также состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения. Мы надеемся, что действительно это сотрудничество будет очень плодотворным и что проект по развитию секторов электронных услуг на базе наших филиалов получит высокие оценки наших читателей. Третью часть открывает Наговицына Анастасия Евгеньевна. Это библиотекарь Центральной библиотеки имени Петра Денисовича Аввакумова в Горном Улусе с темой выступления «Организация работы сектора электронных услуг при Горной МЦБС». К слову, хотим сказать, что наш семинар подразумевает как очную форму выступления, так и заочную. И как раз-таки наши коллеги с Горного района прислали нам видео по работе сектора электронных услуг на базе их библиотеки. Давайте посмотрим видео и увидим, как же этот проект развивается в наших сельских библиотеках. Запустите видео, пожалуйста. Погромче, звука совершенно не слышно. Сектор электронных услуг в нашей Центральной библиотеке имени Петра Денисовича Аввакумова был открыт 18 сентября 2020 года, первым среди районных библиотек. В секторе 3 рабочих места с выходом в интернет. Это максимальный звук, да? Прошу прощения. Просто до сих пор не слышно. Оснащен новым техническим оборудованием. На средства субсидий лучших учреждений культуры приобрели 2 новых широкоэкранных монитора, 1 системный блок и 1 скоростное многофункциональное устройство. На средства библиотеки приобрели стулья, покрасили столы в белый цвет, поставили защитные экраны. Консультантом ЦО также работает библиограф Центра правовой информации Абрамова Сардана Иннокентьевна. Вместе с нами все библиотекари филиалов прошли обучение по онлайн-курсу. Особенности представления государственных и муниципальных услуг в электронной форме на порталах госуслуги и Якутии, а также сайта ведомств, и стали консультантами ЦО. В 2020 года сектор электронных услуг посетило 22 пользователя, проведено 24 консультации. Филиалами СБС за аналогичный период зарегистрировано 12 пользователей, проведено 12 консультаций. Итого Так, очень жаль, что наших коллег мы не слышим, к сожалению. Давайте мы поступим следующим образом. То есть мы выложим данное видео, точнее даже не выложим, а направим всем филиалам данное видео, чтобы вы смогли его потом самостоятельно прослушать. Также посмотрите статистику сектора электронных услуг, насколько часто к ним обращаются читатели, по каким вопросам, по каким услугам. Почему я обращаю на это ваше внимание? Потому что в будущем у нас в идеале планируется, что данный проект с секторами электронных услуг будет запущен по всей нашей системе. То есть пилотно в том соглашении, которое мы только что подписали, у нас пока указано только 4 модельных библиотеки, которые у нас имеют хорошую материально-техническую базу. Но в дальнейшем в это соглашение мы также будем вносить и дополнения,
то есть дополнительное соглашение будем подписывать. И с каждым годом мы будем прибавлять все больше библиотек и постепенно развернем это по всей нашей системе. Поэтому, пожалуйста, коллеги, все ознакомьтесь с этим видео, мы его обязательно разошлем. К сожалению, небольшие технические неполадки и звука не слышно. Мы предлагаем двигаться дальше и переходим сразу к следующему выступлению. Приглашаем Иванова Сергея Петровича, заведующего отделом информационно-коммуникационных технологий Сунтарской центральной районной библиотеки имени Леонида Андреевича Попова с темой «Сектор электронных услуг Сунтарской МЦБС. Опыт работы». Добрый день, уважаемые коллеги, участники 32-го методического сезона. Меня слышно? Да, вас слышно. Прошу внимания на экран. Хотели тоже предоставить там презентацию, показать. Все, появилось. Видим презентацию. Открытие нашего сектора электронных услуг состоялось 11 декабря 2020 года. Сектор функционирует при отделе информационно-коммуникационных технологий. В библиотеке оборудовано помещение для сектора электронных услуг с 3 рабочими местами и с доступом в интернет. По всем вопросам консультирует ведущий библиограф Центра правовой информации Мария Христофоровна и ведущий технолог отдела ИКТ Наталья Иннокентьевна. В секторе можно получить доступ и полную консультацию по работе с порталом госуслуги, Е-Якутия, по работе сайтов налог.ру, ПФРФ, на Дальний Восток.рф и так далее. Пользователи также могут получить помощь при регистрации на портале государственных и муниципальных услуг, воспользоваться электронными услугами Росгвардии, ГИБДД, МВД, дошкольного отдела, управления соцзащиты, оплатить госпошлины и многое другое. Хотелось бы остановиться на следующих положительных моментах работы сектора. Открытие СЭУ способствовало положительной динамике показателей посещаемости библиотеки. Со дня открытия сектора посетило более 3000 человек, новых читателей 1043 человек. В среднем в день посещают от 10 до 15 человек. Сектор электронных услуг предоставляет дополнительные платные услуги, как ксерокопирование, сканирование, распечатка, отправка электронных форм, предоставление автоматизированного рабочего места. Таким образом, наблюдается рост поступления небюджетных средств, что немаловажно на территории сельской местности. Все еще работает как обучающий и информационный центр. Так, в рамках декады гражданских активистов провели обучающий курс для людей с ограниченными возможностями по работе на портале госуслуг. И проведение таких мероприятий и курсов планируется в будущем. Также выпускаем и распространяем для населения буклеты и памятки различной правовой тематики в печатном виде, так и через социальные сети и Инстаграм. Работа СЭО также способствует продвижению имиджа библиотеки как навигатора в цифровой среде и его значения формирования положительного мнения о библиотеке среди населения. СЭО тесно сотрудничает с местной администрацией. Так, сектор принял участие в проведении выездных и стационарных голосований по федеральной программе формирования комфортной городской среды по строительству площади Ленина в селе Сунтар. В данное время мы помогаем населению в прохождении всероссийской переписи через портал госуслуг. В дальнейшем планируем открытие таких секторов в 2 наших филиалах. Это Тайбахойские и Альгейские модельные библиотеки, где население свыше 1000 жителей. Также в связи с введением широкополосного доступа в интернет планируется открытие центров общественного доступа в малых населенных пунктах. Спасибо за внимание. У меня все.
Благодарим, Сергей Петрович. Коллеги, если у вас есть вопросы, то у вас имеется сейчас уникальная возможность задать их непосредственно напрямую Сергею Петровичу именно по работе сектора электронных услуг. По регламенту у нас отводится примерно по 15 минут на каждое выступление, и как раз таки сейчас есть время поговорить. Если вас что-то интересует, пожалуйста, задавайте. Если вдруг у кого-то нет возможности спросить через микрофон, то вы можете также написать вопрос в чат. Так, вроде вопросов нет. Хорошо, тогда спасибо большое, Сергей Петрович. Было очень интересно узнать именно по работе на базе библиотек, как у вас устроен сектор услуг, опять же, по каким вопросам обращаются к вам читатели. И для нас это очень ценная и полезная информация, потому что мы тоже очень горим этим проектом и собираемся его запускать. Мы очень рады, что вы сегодня у нас выступили. Благодарим вас за выступление. Далее у нас по программе семинара планировалось выступление Натальи Викторовны Третьяковой, руководителя отдела организационной методической работы Российской государственной библиотеки для молодежи. К сожалению, они с нами связались и также сказали, что по техническим причинам у них выступить не получится, к сожалению. Но у нас имеется презентация по тому проекту, с которым мы хотели вас познакомить. Поэтому вкратце, так как я с этим проектом уже ознакомилась самостоятельно, то у меня сейчас будет маленькое незапланированное выступление для коллег, и я расскажу по проекту «Молодежки». Кстати говоря, у нас сейчас имеется довольно большое количество новых сотрудников, которые пришли к нам в сентябре, 20 с лишним человек. И специально для них хотелось бы вкратце такую ремарку сделать о том, что Российская государственная библиотека для молодежи – это самая крупная в стране библиотека, которая ориентирована именно на эту возрастную категорию. А также она является одной из 8 федеральных библиотек. В нашей среде она еще, кстати, также известна просто как «Молодежка», например. У «Молодежки» имеется большое количество разнообразных проектов, которые нацелены на разные возрастные категории и по самым разным направлениям. Сегодня планировалось выступление именно вот по данному проекту, который вы видите сейчас перед собой на экране. Он называется «Библиотечная школа цифровой грамотности». Я созванивалась лично с Натальей Викторовной, мы с ней разговаривали по данному проекту, обсуждали его. К сожалению, в этом году он уже прошел, но он будет запущен уже, будет 4-й поток весной 2022 года, и я очень надеюсь, что мы с вами там поучаствуем. Можно, пожалуйста, следующий слайд? На следующем слайде представлены краткие цели проекта, то есть то, чего планируется этим обучением достичь. Я не буду зачитывать все с экрана. Вкратце скажу, во-первых, это чтобы вы научились работать с цифровыми ресурсами и технологиями, и чтобы вы поняли, что в нашей работе с читателями разнообразие инструментов и способов коммуникации сейчас стало очень много. Я посмотрела ваши проекты, ваши странички в социальных сетях, и вы все очень хорошо этим владеете, умеете создавать очень хорошие виртуальные выставки. Но сфера сфера нашей деятельности, она может быть гораздо шире. Я также ознакомилась с теми программами, которые у нас есть в этой школе. Пожалуйста, дальше следующий слайд. Имеется 3 больших, здесь статистика проекта.
Здесь представлена статистика проекта, то есть сколько человек было обучено в 2019 году и сколько человек было обучено в 2020 году. То есть, как вы видите, с каждым годом людей все больше и больше. И в этом году, в начале 2021 года, например, было уже 500 с лишним библиотечных специалистов, которые прошли подготовку по программе данной школы. Статистику за 2021 год, к сожалению, не предоставили, за 2019 и за 2020 год только. Но я думаю, что уже в 2022 году количество специалистов обученных будет уже 600. Ну и выше, конечно. По данному проекту обучались также наши коллеги из районных библиотек. К сожалению, точно вам не скажу, из каких, у нас такой информации тоже нет, но было довольно большое количество человек с Якутии, и молодежка очень хорошо отзывалась о якутянах, о том, что мы очень нацелены на обучение цифровым навыкам, и именно для нас это очень важный инструмент, потому что у нас очень большие территории, как вы все знаете, и интернет для нас просто жизненно необходим. Пожалуйста, дальше. Вот здесь представлен слайд с учебными программами, на которые мы с вами можем подать заявки. Получается, это одна большая программа, которая разделена на 3 блока. Пожалуйста, внимательно посмотрите по названию и также по целевой аудитории. Например, вот первый блок – это организация цифровой среды библиотеки. Она предназначается как для руководителей и заместителей руководителей, так, в принципе, и для всех специалистов. То есть ее прослушать может абсолютно каждый этот блок. Там довольно обширная программа, тоже на 72 часа. И что она предполагает? То есть чему вот этот блок учит? То есть он учит тематическому наполнению, связанному с наличием в библиотеке свободного доступа к безопасному цифровому контенту. То есть это та же национальная электронная библиотека, та же самая. А затем в этой программе можно научиться, как оказывать консультативную поддержку читателям именно в предоставлении доступа к электронным ресурсам. Как можно автоматизировать наши библиотечные процессы. То есть для нас это тоже очень-очень важный вопрос. Те коллеги, которые со мной встречались, уже поняли, что у нас нацеленность именно на цифровизацию нашей отрасли. То есть мы хотим запустить, например, тот же самый электронный документооборот, о котором я переговорила уже, кажется, с каждым сотрудником, с которым лично разговаривала. И, конечно, большой момент вот в этом учебном блоке отдается созданию в библиотеке специальных пространств для реализации читателями цифровых умений и навыков. Вот. Затем идет второй блок. Это уже консультирование в области развития цифровой грамотности населения. Он уже более углубленный такой, как раз-таки нацелен на специалистов библиотек. И здесь, в принципе, тоже очень много моментов, которые перекликаются с первым блоком, но самое главное, здесь учат методики консультирования пользователей по работе с электронными ресурсами, то есть как собственными ресурсами, так и внешними. Что дает вот эта программа, да? То есть у вас появится представление о тенденциях развития информационно-коммуникационных технологий. И также вы обучитесь взаимодействовать с читателями, разрешать конфликтные ситуации, то есть та же самая работа с возражениями, тренинги и прочее, прочее. Вот. И те сотрудники, которые, опять же, пришли к нам недавно, подчеркнут для себя очень многое, я думаю. И последний, третий блок – это медийная информационная грамотность. Она тоже для широкого круга специалистов библиотек. И на что она направлена? На развитие ключевых профессиональных компетенций, которые как раз-таки и помогают нам хорошо работать с читателем, эффективно работать с нашими электронными базами данных и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Вот далее здесь представлены уже преподаватели школы, то есть вот этот учебный курс ведет не только сама молодежка и ее специалисты, но здесь имеется также очень много внешних лекторов, которые приглашены из других организаций и которые действительно являются большими специалистами своего дела.
Поэтому, как говорится, знаний будет очень много. Я очень хочу, чтобы мы с вами, буквально все сотрудники, кто захочет, кто сможет, в следующем году прошли обучение в этой школе, потому что это очень важно, уметь пользоваться цифровыми продуктами и жить в цифровом мире. К сожалению, пандемия у нас пока продолжается, поэтому нам надо находить больше инструментов для общения с нашими читателями. То есть в чем наша цель? Мы хотим донести до читателей о пользе чтения, о пользе наших библиотек. И подробнее вот по этой теме мы с вами будем уже разговаривать на нашем установочном семинаре, который у нас будет примерно через месяц, в конце ноября. По датам мы уже примерно говорили, когда он случится, 25-26, если я не ошибаюсь. И также составим интересную программу, вышлем вам чуть пораньше для ознакомления. На этом у нас, пожалуй, все по данной школе. В целом у молодежки проектов гораздо больше, конечно. Будет время, пожалуйста, зайдите, ознакомьтесь. У них очень часто бывают интересные конкурсы и интересные как раз-таки новости, которые они выкладывают. Так, да, на этом мы закончим. Мария Витальевна, вы к нам присоединились или еще нет? Так, Мария Витальевна еще, кажется, нет. Так, спасибо, да, презентацию уже можно выключить. И да, уложились ровно в 3 часам. Получается, на этом мы уже завершим наш семинар. Я надеюсь, вам всем сегодня было интересно, хотя бы немного. Если у вас будут какие-либо вопросы, какие-либо пожелания, как по работе сектора электронных услуг, так и по другим проектам, которые сегодня были озвучены коллегами, то, пожалуйста, обращайтесь как друг к другу, так и ко мне обращайтесь. Я буду рада вашим запросам. И благодарю всех за то, что вы сегодня присутствовали. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Всего доброго.